Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим маковые блины с творогом. Такие блины получаются очень красивыми и нежными. Мак придает блинам особый шарм, а творожная начинка с ароматом цитрусовых дополняет неповторимым вкусом. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим тесто для блинов. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Берем 750 мл теплого молока и наливаем в миску примерно 300 мл. Аккуратно перемешиваем на низких оборотах миксера или венчиком вручную, чтобы жидкое тесто не разбрызгивалось. Сюда же насыпаем 300 грамм муки. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы не пылилась мука, а затем включаем и перемешиваем тесто на маленькой скорости до однородности. Наливаем оставшиеся 450 мл теплого молока, опять перемешиваем. Чтобы блины не прилипали к сковороде, наливаем примерно 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. В самом конце добавляем в тесто 2 столовые ложки мака и опять перемешиваем. Тесто оставляем на столе отдохнуть на 15 минут. Пока настаивается тесто, приготовим творожную начинку для блинов. С одного лимона снимаем цедру с помощью мелкой терки. Снимаем только желтую часть. Белую снимать не нужно, так как она будет горчить. В чашу измельчителя кладем полкилограмма творога. К нему насыпаем 8 грамм ванильного сахара и 3 столовые ложки сахара. Сюда же добавляем цедру лимона. Все измельчаем до однородности. Если творог сухой, то в него можно добавить 1-2 столовые ложки сметаны. Сладость начинки регулируйте по своему вкусу. Если нет измельчителя, творог можно перекрутить через мясорубку или перетереть через сито. Начинка должна получиться не жидкой, чтобы ее легко можно было намазывать на блины. Тесто настоялось, жарим блины. Перед первым блином сковороду немного смазываем растительным маслом. Берем примерно половину половника теста и наливаем его на сковороду, распределяя по всей поверхности. Жарим блины на огне немного меньше среднего. Когда блин поджарится с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Так жарим все блины. Из этого количества теста у меня получилось 25 блинов на сковороде диаметром 24 см. Начиняем блины. Берем блин и кладем его красивой маковой стороной вниз. Сверху намазываем творожную начинку по всему блину. По желанию в начинку можно добавить изюм. Сворачиваем блин трубочкой, так начиняем все блины. Маковые блины с творожной начинкой получились очень вкусными и нежными, с приятными цитрусовыми нотками. Готовятся они несложно и достаточно быстро. Процесс жарки блинов можно значительно ускорить, если жарить их на 2 сковородах сразу. Приготовьте такие блины и порадуйте своих родных и близких. Если вам понравился рецепт таких блинов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.